Старообрядцы под названием поляки, которые проживают потомки которых проживают на Алтае, и старообрядцы семейские, потомки которых проживают в Забайкалье, их одежда представлена наиболее в массовом варианте здесь у нас в коллекции Института археологии и этнографии. Это не случайно. Вот, потому что это были группы старообрядцев, наиболее ревностных защитников старой веры. Немножечко о самих группах. Ну, мы знаем, что по реформе патриарха Никона, значит, которая окончательно была принята, утверждена царем в 1666 году, все должны были быть внесены изменения в богослужебные книги, значит, должны были внести правки в богослужебную практику, вместо триперстия, например, двуперстия, ну и все эти двугубые, согубые молитвы, аллилуйи и так далее, и так далее. В общем, там довольно много, обширный список изменений. Те русские люди, которые воспротивились этим изменениям, не захотели жить по западным европейским образцам, ну, которые к нам принесли греки сюда, тоже православные, но у них свои были обычаи. Ну, наши старообрядцы мотивировали это тем, что наши святые, ну, типа Сергий Радонежский и другие, они выросли, они стали святыми-то на этих книгах и на этих обычаях. Вот, поэтому, конечно, эта реформа коснулась и сломала жизнь многих, вот, так сказать, идентичности русскому народу. И вот потом у нас так получилось, что в 1600, уже довольно быстро, в 1682 году были приняты указы царские о том, чтобы наказывать непокорных, потому что правительство увидело, ну и религиозные в нашей власти, церковные власти увидели непокорство и нежелание значительного количества людей не следовать этим нововведениям. И они, значит, издали указ, который бы, значит, позиционировал о том, что будут наложены наказания на этих непокорных людей, ну, как бы сейчас сказали, санкции. И затем в 1685 году уже было выложено, так сказать, этих 12 указов или 12 правил, значит, за что, какие там наказания, ну, начиная от полной конфискации имущества до смертной казни. Поэтому это вызвало отток бегство этих людей на окраины западные, юго-западные, чтобы долой царских глаз и глаз церковных властей. Вот, там они обосновались, прожили около 100 лет. Вот, и затем с присоединением Речи Посполитой к Российской империи Екатерина II как бы прекратила гонения на старообрядцев, но предложила им, значит, вот, переселиться в Сибирь. Но тем самым она еще планировала и поднять социально-экономическое развитие Сибири, потому что все знали, что эти старообрядцы очень трудолюбивые, они не пьют, не курят, вот, много работают. И поэтому, да, ну тут старообрядцы тоже не изъявили никакого желания переселяться в далекую холодную Сибирь, поэтому пришлось сделать выгонку. Вот. И, значит, по разным данным, значит, это случилось в 1762 году, 1763 году. Вот. Ну вот Болонев Фирс Федосович считает, что, собственно, переселение, первая партия уже была, значит, пригнана в Иркутск в 1756 году. То есть еще раньше. Прибывали двумя партиями сюда, в Сибирь. Первая партия была поселена на Алтае, и поскольку местные, узнав, что прибыли эти люди из Польши, как они говорили, назвали их поляками, ну или по-народному поляти. Вот. А значит, часть партии, которые прибыли в Забайкалье, где жили одиночки, бродяги, каторжники, заключенные, они прибыли семьями, жили семьями, то их назвали семейские, то есть живут семьями.
Значит, тут, конечно, интересные вопросы, куда они переселились, какие группы входили в эти две партии, поскольку, конечно, и разделение на две партии тоже оно было не случайным. Вот, значит, они проживали на территории Речи Посполитой, эти старообрядцы. Сейчас это территория Брянской области России и Гомельской области Республики Беларусь. Если вот судить по полякам, то, значит, они были поселены на Алтае в Старолейской, Шипуновской, в Александровской волости, Владимирской волости, значит, Ридерской волости. Это уже территории Восточного Казахстана теперь. Вот. И сюда входили, вот по архивным данным, выходцы из Новгородской губернии, из Московской губернии и южных губерний тоже. Вот такой примерно состав первоначально эта группа имела. Вот. Сейчас, да, и про семейских, значит, тоже немного здесь спор ведется. Ряд исследователей, ученых утверждает, что переселили семейских в Забайкалье в 1762 году, другие говорят, что это был 1763 год. Вот. Но, например, по данным, вот, опубликованным Болоневым Фирсом Федосовичем, первая партия семейских прибыла в Иркутск уже в 1756 году, то есть намного раньше основного потока. И первые поселения были как раз по реке Чекою. Вот мы как раз, у нас экспедиции 2016 года были вот в эту общность. Вот. Значит, что еще интересно здесь? То, что впоследствии вот самое массовое переселение семейских действительно проходило с 1764 года по 1770 год. И подселялись так же, как и поляки Алтая, либо старожильческие села, где уже жили сибиряки, первопоселенцы, либо образовывали свои чисто семейские или чисто поляцкие села. Вот. Ну, здесь вот в Забайкалье поселились по рекам Хилке, значит, Куйтуну, Сухарье, Уде, ну и Чекое, как я уже говорила. Вот. Значит, эти две группы, они, конечно, очень экзотичные, поэтому внимание и ученых XIX века, и начала XX века было сосредоточено на изучении этих групп. И поэтому первые экспедиции, значит, нашего института тогда истории, филологии, философии были направлены вот к этим старообрядцам. Мы ездили первоначально к семейским Забайкалья, ну, вместе с Фирсом Федосовичем, он был руководителем, Фирсом Федосовичем Болоневым, вот, и вместе с Лидией Михайловной Русаковой это к полякам Алтая. Поэтому первые привозы наши были, конечно, очень впечатляющими. Это были целые машины ГАЗ-66, заполненные экспонатами. Вот. Это было время, когда еще эти деревни были не тронуты, еще, так сказать, оптика исследовательская их не коснулась. Впоследствии туда же много приезжали, и из Барнаула экспедиции были, и из Москвы, и из Петербурга, тогда Ленинграда. Вот. Но поскольку мы были все-таки в числе первых, то вот нам улыбнулось счастье собрать вот такую интересную коллекцию. Многие экспонаты, которые не имеют в себе аналогов, в общем-то, нигде. Основная масса коллекции нашей, и можно сказать, что даже не то, что основная, а значительная масса нашей коллекции, конечно, посвящена старообрядческим группам. Это поляки Алтая и семейские Забайкалья. И это не случайно, потому что именно эти две группы выделяются на фоне и сибиряков-старожилов, и даже позднейших российских переселенцев конца XIX – начала XX века своим особым образом жизни, своими яркими экзотичными костюмами, которых больше тут в Сибири никто не носил. И это еще связано с особым интересом исследователей, начиная с
XIX и даже с конца XVIII века, которые постоянно держали во внимании развитие этих групп, их удивляла их сплоченность, их удивляла их приверженность старине, и вот такие экзотические, значит, костюмы, и вот трудолюбие, конечно, вызывало к ним уважение, поскольку они подняли экономическое тут благосостояние населения Сибири. Вот. И поэтому не случайно, что вот эти две коллекции, семейская и поляцкая, они у нас как бы являются даже основными, наиболее интересными. Вот. И, значит, тут вот, конечно, интересный вопрос в том плане, что прибыли они, получается, не по своей воле, но сейчас они уже являются старожильческим населением, поскольку здесь живут практически уже дольше, значительно дольше, чем это проживали они значит, на территории Польши. Вот. Сейчас здесь они уже почти 250 лет, получается, живут. Конечно, на них повлияло и местное население старожильческое, сибирское, хотя они всегда жили изолированно. Вот, какие-то элементы только вот мы можем проследить, так сказать, ну, небольшие, которые можно, так сказать, отметить. Но они сохранили свой костюм, свой облик, многие элементы своей духовной культуры. Вот, и значит, сейчас вот идет процессы некоторого там трансформации, но это уже наше время, это последние вот 10-20 лет. Вот. А до того, когда этнографы стали активно изучать эти две группы, они в значительной степени еще сохраняли и свою веру, и читали свои богослужебные, неисправленные по никоновским канонам книги. Вот. И, значит, много что было у них своего самобытного, что и привлекало внимание этнографов. Собственно, почему у нас вот эти экзотические костюмы в нашей коллекции и представлены в таком вот разнообразии, в таком, значит, вот значительном количестве. Многие эти экземпляры, они, безусловно, являются очень оригинальной и не имеет аналога в себе ни в каком другом музее.